Здравствуйте, дорогие зрители Водолеи! Для вас будет гадание на август. Да, теперь уже август, последний летний месяц 2022 года. Лето клонится к закату, мы пересекли экватор, многие грустят из-за этого. Но вначале послушайте, что про вас в очередной раз в интернете пишут, и вот скажите, согласны вы или нет. Итак, Водолей никому не завидует. Зато очень многие сильно завидуют Водолею. Водолей скучает, когда не видит рядом своих друзей. Часто хочет просто отдохнуть. Водолей устал от ненужных вопросов. Внутри себя постоянно много думает. А еще, вот это, мне кажется, самое главное и самое ценное. Водолей, если чего-то сильно захочет, точно добьется. Все хорошее про вас написали, не придраться. А вот я для вас, специально для Водолеев, выбрала вот такую колоду карт сегодня для гадания на август. Это испанское таро. Колода это примечательна тем, что здесь 100 карт, не 78, как положено, а 100. Здесь 2 набора старших арканов. Это значит, что некоторые предсказания могут оказаться более какими? Более давящими или более значительными, или более ответственными, да? Ну, посмотрим. Итак, испанское таро, Водолей, и впереди роскошный бархатный август. Мы начинаем. Сначала с работы разберемся. Старое, новое, любимое или не очень. Все про вашу работу и про ваш бизнес. 3 карты. Раз. 2. Очень хорошо. И 3. Карты говорят, что в работе, в бизнесе, в ваших вот таких вот деловых задачах все возможно и все сбудется, но надо чуть-чуть подождать. Все, на этом предсказании можно заканчивать. То есть вас ждет некий приз, ценный приз, связанный с работой, с профессией. Это крупное предложение о новой работе, крупный какой-то контракт существующий, повышение в должности, повышение зарплаты. То есть, вот, знаете, сразу такая большая-большая ценность сваливается на вас, и вы не знаете, что с ней делать. Это туз пентаклей, друзья, да, вы угадали, самая счастливая карта в колоде Таро, ну или одна из, и он обещает вам новую жизнь. Туз пентаклей – это дорога в новую жизнь, поэтому я предполагаю новую работу или новый бизнес очень для многих. И, скорее всего, бизнес удачный. И работа высокооплачиваемая, потому что туз пентаклей – это все-таки еще и главная денежная карта. Самое главное – задача для Водолея на август – вот эту самую удачу заметить и не пропустить. То есть вот это предложение, которое вам предстоит услышать, это может быть и предложение о бизнес-партнерстве, и предложение как денег просто, об инвестициях в ваше дело. Важно не замешкаться, важно оценить, взять и не мешать судьбе одарить вас. Рядом тройка жезлов. Тройка жезлов – карта продолжений, такая радостная, вдохновляющая, она как будто открывает горизонты. Она говорит, что вот ваша профессиональная жизнь или творческая, или ваша учеба, про учебу мы тоже здесь спрашиваем, как будто бы открывает новые высоты, простираются новые горизонты перед вами. Да, это очень похоже на карьеру, когда вас назначают на новую должность, и у вас родится такой особенный энтузиазм, так много сделать, потому что так много возможностей, теперь прав появляются у вас. А тройка жезлов все лучше обещает тем, кто уже чего-то достиг. Вот в этом, ну, может быть, не ухудшение значения, но определенная такая сносочка у этой карты есть. То есть она
обещает успех тем, кто уже добился успеха. То есть если вы сейчас, ну вдруг такие есть среди водолеев, если вы сейчас, скажем, в полосе невезения или в какой-то растерянности про свои дела профессиональные, то есть не знаете, что вы делаете и чем вам стоит дальше заниматься, то, наверное, эти карты не так много хорошего вам обещают. Эти карты хороши для того, кто вот уже многого добился. Вы уже добились в этой компании высокой должности, значит, в августе еще выше будет должность. Вы уже бизнес хорошо продвинули, он у вас отлично работает, значит, в августе он еще лучше станет. То есть вот более карты хорошие для продолжающихся каких-то историй, оно не для новых. И вот неожиданно здесь четверка мечей выпадает. Четверка мечей, совет подождать. Ну, она говорит, что вам в любом случае придется ждать. В какой-то момент остановиться по объективным причинам, упереться в какую-то стеночку, тупичок. А карта выпадает как совет. Не торопить события, не пробивать головой стены. Все, что у вас отложится, не состоится в августе, так тому и быть. Оставьте, забудьте, значит, оно сложится уже в сентябре. Знаете, это похоже на повышение зарплаты, например, с отложенным условием каким-то. То есть вам, например, повышают зарплату, но скорее обещают, да? Обещать это не всегда значит сделать, но тем не менее обещают большую премию, обещают повышение зарплаты, но по техническим причинам это будет чуть-чуть попозже. То есть у вас сердце от радости вроде бы заходится, но и есть неудовлетворенность от этого ожидания. Если вы хотите в августе найти новую работу, вполне себе она найдется. Здесь опять же, видите, что продолжается по тройке? Продолжаются поиски работы. То есть вы уже искали и что-то неплохое находили. А тут в августе вообще вытягиваете самый главный везучий билет, очень хорошую должность, очень хорошую вакансию. Но опять же, четверку мечей здесь мы видим. То есть работа хорошая, вас вполне берут, и вы уже готовы приступить, но надо ждать, потому что вот начинает работать, не знаю, филиал там с середины сентября или что-то еще. То есть вот эти незначительные препятствия, почему карта появляется? Это же можно было проигнорировать и не описывать. Ну, мало ли нам в жизни приходится ждать, да, от автобуса до там, не знаю, пока смысл жизни найдется. Она неспроста выпадает, четверка мечей. Ее часто игнорируют за мелкостью, за ее маленькостью. Это неправильно, потому что эта карта именно предупреждает, не торопитесь. Вот смотрите, как, допустим, если вам предлагают новую должность, новую работу, пускай даже в новой компании, но надо ждать. Вы же скажете: нет, не буду ждать, все брошу, и не буду ждать, выйду на какую-то другую работу, допустим, там, пусть похоже, но зато завтра можно выйти. Вот вы тогда ошибетесь, вы поторопите ситуацию, в итоге потом ситуация поторопит вас, и вы вот этот туз пентаклей, вот эту вот ценность, то, чем вас Вселенная сейчас награждает, не возьмете из-за своего нетерпения, из-за своей поспешности. Вот скажите мне, меня мучает этот вопрос уже полжизни. Водолеи все-таки терпеливые люди или нетерпеливые? Или разные? Или это все-таки зависит вот от внутренности в вашем гороскопе, от положения Сатурна, например? Далее деньги, денежная жизнь. Хотя деньги мы уже увидели в теме работа, и от них вам не отвертеться. А раз, два, три. Аж 3 старших аркана. С деньгами много будет всего связано. Разговоры, встречи, переживания, приобретения, отчуждения. То есть это такая активная денежная жизнь, как-то валовый продукт называется. Большой коэффициент валового продукта. И здесь вам выпадает башня, всегда пугающая и спорная. Она говорит, что разрушатся какие-то ваши планы, проекты, связанные с деньгами, разрушатся
как вам покажется, противоестественно, внезапно. Ей подпевает карта суд, кивает тоже, говорит, да-да, противоестественно и очень внезапно. То есть, скорее всего, ваши планы, связанные с деньгами на август, не состоятся, потому что крупная новость какая-то прозвучит, и все, придется отказаться. Что-то купить, продать не получится, куда-то вложить деньги, или наоборот, как чаще бывает, откуда-то забрать, тоже не получится. Два старших аркана, с этим ничего поделать нельзя. То есть, когда мы задаем картам вопросы, мы можем просить либо предсказания, либо советы, либо указания, что делать. И вот два старших аркана. Сделать ничего нельзя, потому что у вас сразу же мысль родилась. Ага, разрушаются планы, значит, надо что-то сделать. Нет. А здесь это не ваш выбор, это предопределено судьбой. То есть отменяется вот эта вся история. Вам остается только с философским смирением волю неба принять, если у вас там, скажем, ваши притязания судебные какие-то не будут удовлетворены, и вы башня с судом, то есть вы узнаете, что они никогда не будут удовлетворены, допустим. Потому что это может быть такая действительно драматическая ситуация. Вот. Нам остается только быстрее убегать, чтобы обломком, вот здесь не нарисовали, да, чтобы обломком не зацепило. И, собственно, про это же и отшельник здесь говорит, который рядом ложится. Отшельник – это ваш уход с пониманием. Ваш уход, да, это вся дорога в один конец, ваш отказ от прежней, не знаю, денежной жизни или от какого-то прежнего плана, прежних целей ваших денежных. Ничего не попишешь, так должно быть. Здесь советы, да нет советов. Три старших аркана – это только предсказания для вас. То есть вот какая-то ваша большая денежная ставка августа не сыграет. Может быть, если у вас собственный бизнес какой-то клиентоориентированный, то есть это сорвется клиент, какой-то договор, который вы не сможете удовлетворить. Но хорошенькое это что-то есть для вас? Безусловно, вот такие крупные события, пусть даже разрушительные, пусть даже ведущие к потерям, просто так в жизни ведь не случаются. Это направленная энергия Вселенной идет в вашу жизнь, чтобы ее очистить, чтобы убрать ваше заблуждение, то, что вы лишнего вообще просто понабрали себе, там каких-то занятий, ответственности. Не обязательно, но как правило это так, поэтому стоит сказать спасибо, что взяли деньгами, и устремиться к другим заработкам, к другим вершинам. Далее, конечно, любовь. Впереди простирается вот этот последний летний месяц, который, мне кажется, всем нравится. Хоть и жалко, лето уходит, да? Но август – бархатный сезон. Самый дорогой в самых дорогих курортах. Любовь для Водолея. Раз, два, три. Карты обещают вам перемены в любви. То есть в целом вот какие-то такие вот глобальные перемены. То есть по итогам августа в вашей личной жизни, романтической, ничто не останется как теперь, как там на 1 августа, например, или на момент, когда вы смотрите это видео. Вас ждет некая дорога, часто метафизическая дорога от одного берега к другому, скажем, от одиночества к парной жизни, к большой любви, или наоборот, от большой любви к такому же большому непониманию и расставанию. 6 мечей. Тоже, казалось бы, младший аркан, но карта выразительно и срабатывает всегда сильно. Дорога может быть настоящая, географическая. Дорога в связи с любовью. Переезд куда-то далеко. Если состоится, то насовсем. Драматизм 6
мечей в том, что эта дорога не по вашему желанию, и не туда, и не так, и, может быть, не тогда, когда вы планировали. Вот в чем дело. То есть, скорее, это выход из какой-то ситуации, скорее, это момент, когда судьба что-то откровенно решает за вас и выталкивает вас. Вот, знаете, выталкивает. Может быть, и начало любовной истории, какой-то роман, к которому вы не стремились, который вы вообще не собирались, и которого вы вообще не планировали. То есть это, ну, нечто, что не укладывается в вашей голове, что с вами вроде бы как и произойти-то не могло. Ну, портрета героя или героини мы тут не видим, поэтому, скорее всего, это просто не важно, иначе бы карты заострили какое-то внимание. Но это может быть хорошая новость, если вы жаждете такой дороги. Переезд к любимому человеку, куда-то за море, далеко, на другой континент даже. Десятка жезлов рядом. Обещает трудности. Она говорит, что вот эти перемены, эти, ну, дороги, образно говоря, будут даваться вам крайне тяжело. Крайне тяжело. С большим напряжением. И эта тяжесть про разное, про отношения с любимым человеком, про, может быть, эта тяжесть прямо физическая, то есть объективно трудно будет вам эту дорогу пережить. Знаете, нужно будет напрягать все свои силы, какие-то все свои ресурсы. Но состоится, решитесь вы. Все-таки десятка жезлов – это карта очень честолюбивых, карта очень гордых людей. И она говорит, что вы примите некие серьезные перемены в любви, в личной жизни из гордости. Пусть даже взвалите на себя эту ношу. Знаете, любовь не всегда как крылья приходит к людям. Иногда она приходит как ноша, как бремя. И даже часто это бывает. И есть старший аркан у нас. Это карта Мир, последняя, завершающая в ряду старших арканов в колоде Таро. И вот что интересно, она ведь тоже обещает перемены, но перемены в их уже конечной состоявшейся точке. То есть вот это ваша дорога насовсем. Это может быть дорога замуж или дорога в большое чувство, в какой-то большой роман, в большую любовь насовсем. То есть карта Мир как будто бы затягивает, знаете, затягивает и забирает прошлое и выдает вам билет в какую-то совершенно новую жизнь, но пути назад нет. Вот в чем драматизм, наверное, тоже, опять-таки, мы везде сегодня ищем какую-то драму, драматургию этой карты. В том, что по ней перемены нельзя провернуть назад, нельзя развернуть, нельзя от них отказаться, нельзя передумать и нельзя вернуться в определенном смысле в прошлое. Если ваш вопрос про длящиеся отношения, ну, буквально он так звучит, например, продлится ли у меня роман вот с таким-то мистером X? Карты говорят, да, продлится, но очень трудно для вас, и отношения сильно поменяются, как бы вы этому не препятствовали, как бы вы не желали иного. И вернуться к прошлой точке нельзя. То есть здесь для каждого свой сценарий. Я думаю, сценариев множество. Да? У кого-то любовная история, например, превратится в дружбу. Перемены трудно даются, часто трудно. А назад никак это нельзя переиграть. То есть если вы из любовников в друзей еще как-то превратитесь, то назад из друзей в любовники ходу нет. Поэтому тут и предупреждение какое-то сквозит для вас. То есть, подчиняясь воле судьбы, принимаете перемены, отправляясь в эту условную дорогу, знайте, что это навсегда, это безвозвратно, пути нету. Да, как дорога в любовь, вы принимаете, например, какое-то партнерство, серьезное чувство для себя, но будьте уверены, что не получится через месяц забыть и как-то вычеркнуть в своей голове, там, сказать, не получилось,
подумаю об этом завтра. Нет, это всерьез, это надолго в вашу жизнь пришло. С этими картами, естественно, могут также и расставания случаться, и тоже, знаете, такие отрезающие. Просто вот назначение карты мир именно в этом, последний из старших арканов, да? Значит, последняя карта в колоде. То есть она отрезает, прям вот делает такой вот конец загаданной истории. Ну и, соответственно, за которым видно начало. Но это уже совсем другая история, понимаете? То есть если у вас в августе случится расставание, а это очень даже возможно, то уж в сентябре ждите только совсем новую историю, совсем другую, с совсем другим человеком, но не возврат и не примирение, да, какое-то возвращение отношений. А далее дом и семья. Ваш дом, недвижимость, квартира, семья. Раз, два, три. Родственники также сюда попадают. Угу. Рыцарь жезлов, центральная карта. Подвижная, достаточно часто обозначает буквально человека, какой-то деятельный человек внутри вашей семьи или снаружи, но тоже влияет, может быть, родственник или друг семьи, появляется, прибавляется к добру или к худу, я сейчас не могу сказать, потому что вижу соседние карты, там, возможно, варианты. Ждите человека, который вместе с вами хлопочет о ваших семейных домашних делах. Скорее всего, его касается, интересует ваш семейный бюджет. Рядом четверка пентаклей, о деньгах говорит. Это именно денежные суммы и материальные ценности. Этот человек может быть как безобидным каким-то героем, например, это брокер, который помогает квартиру продать, так и уже более корыстным, более заинтересованным. Это может быть какой-то родственник, который от наследного имущества долю хочет у вас оттяпать. В любом случае восьмерка мечей рядом. То есть этот человек будет вмешиваться вероломно, знаете, так наступать, что-то требовать от вас, требовать какого-то подчинения, какого-то решения. Карты советуют защищаться от него, не от него самого, а скорее от его давления. То есть буквально вас ждет вот такая история. Защищаться, защищать свой дом или свои семейные дела, какие-то решения, связанные с семьей, от не в меру ретивого друга, родственника, какого-то знакомого, который вот берется и что-то за вас воплощает. Опять же, от ремонта до, не знаю, там, ну, другого распоряжения семейным бюджетом, так скажем. И из колоды, наверное, Таро Кроули, у меня есть вот такие гигантские Кроули, большие карты с иллюстрациями, которые легко можно рассмотреть. Достану вам один совет. Для Водолея совет на целый август. Прекрасно. Вот такой вот. Но это тоже рыцарь жезлов, вот который вам только что, которого я вам только что описала, с которым надо очень аккуратно обращаться. Видите, по сути, карты дублируются. Да, здесь принц, ну, проще это назвать, рыцарь его. Вот, в теме дом и семья. Опять мы видим какая-то фигура в августе вас ждет, вот появление или явление, или приближение какого-то человека очень-очень деятельного, который может появиться и исчезнуть быстро, но последствия — это то, от чего, то, чему он вас научил, то, чего вы наслушались от него, это то, к чему он вас принудил, можно так сказать. Вот эти последствия можете, тем не менее, достаточно долго разгребать. А если мы отвлекаемся от фигурного значения карты, то рыцарь жезлов — это движение, это новости,
срочные, рискованные, такие, которые, знаете, прям так возбуждают, будоражат вас, настраивают на самый боевой лад. И в целом карта говорит, что будьте активны и встречайте это активное время для себя. Не бойтесь дорог, не бойтесь перемен, не бойтесь контактов, не бойтесь действовать сами, принимать различные решения. Спасибо.